Умею управлять. Вижу оленей. Главное до края доехать к оленям, а там уже все уже само пойдет. Едешь по краю. Андрей Нядмович Пулька, 28 лет, оленевод-частник, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ. Родился в многодетной семье оленевода, младший сын. Окончил школу в селе Ярсале. Служил в рядах российской армии. Женат, имеет 4 сыновей. Мечтает, чтобы сыновья получили высшее образование. Едешь по краю. В итоге ты уже собираешь кучку, получается. Бывают такие моменты, когда вот они... Когда проскочил след, например, тропу, думал, ты старый, а оказывается, новый может быть. Сами приходят иногда, видишь, они же как бы вместе держатся всегда. Желательно. Они обойдут тот вот старый, там, где они были до этого, там походят и обратно вернутся. От чумы они уходят, мы их загоняем и желательно отпускаем подальше, чтобы в чуму не приходили. Начинаем где-то в феврале, марте где-то, или в феврале, в конце, в тундру выгоняем. Собираем в кучку и выгоняем. Когда если стадо рядом, они смешиваются, туда уходят. Либо оттуда придут. И уже как бы человек уже своих оленей наизусть знает. Скажет, у тебя олени пришли. Он по возможности, если он рядом, поехал, забрал их. А если не получается, то на лето остаются. Бывает даже на год. И уже вот, когда по возможности поехал, забрал. Ездил в стадо на окарауливание. Сегодня тепло. Всего минус 25 градусов. Тепло. Через Обскую губу кочуем на оленях. С берега на оленях кослали. Осенью перегоняем оленей снегоходами. Мы сейчас все меньше на оленях ездим, больше на снегоходах. Мне больше по душе отдельно кочевать. Следишь только за своими оленями, сам по себе, никто не указывает. В бригаде надо следить за большим стадом. Можно не заметить, как часть оленей откололась от стада. Большой спрос. Если и случилось что-то, так это твои олени. Ты их знаешь в лицо. Со временем все равно найдешь. Я работал пастухом в бригаде, потом уволился. Давненько это было. Где-то 3 года работал в бригаде. Как только дни станут длиннее, начнем заготавливать материал для нарт. Займемся ремонтом нарт.
Анатолий Владиславович Саратетта, 19 лет. Оленевод общины Яерв, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ. Из оленеводческого рода Саратетта, старший сын в многодетной семье. Окончил школу в селе Ярсале. Учился в Салихардском многопрофильном колледже, оставил учебу, чтобы продолжить дело предков – оленеводство. Участник сборной по Северному многоборью. Это на Аргиш? На Аргиш запрячь. Хора – некастрированный бык. Малк – кастрированный бык. Осенью кастрируем их. Весной быков не кастрируют. Это бык, еще не прирученный. Будем его приручать. Еще 2 кослания и будет тянуть грузовую нарту. Этому оленю 3 года. С 3-4 лет быков начинают приручать, запрягать. Для лонголей делаю заготовки. Это для того, чтобы быки, которых приручаем, далеко не убегали. По-другому не приручишь их. Все оленеводы так делают. Без этого оленя не приручить. Все, кого знаю, так делают. Я это дело знаю с детства. Научился у своих братьев, отца и деда. Чтобы срубить заготовки для лонголи, специально ездим. Сейчас нет времени, приходится во время кочевья, в пути делать заготовки. Я делаю лонголи из березы, иногда из стальника. Из стальника быстро ломаются. Березовые лонголи можно использовать и на следующий год. Длина лонголи где-то около метра. Надеваем на шею оленя ошейник, к нему прикрепляем лонголи. По обстоятельствам более 2 или 3 штук. Постепенно, когда бык становится спокойным, начинаем по одному убирать. Сейчас, наверное, аргиши пришли на новое место стоянки. Я быстро обстругаю, и лонголи пойдут в дело.
Ну что, за дровами поедем? Видишь, и так много работы. Надо снегом нюки утрамбовать. Давай нюк поднимем. Ладно, один поеду. Поезжай там, где тальник. Вот там большие деревья, лиственницы. Ты про те сопки? Не вздумай туда ходить. Запретное место. Я хотел эти деревья срубить. Те деревья тоже нельзя трогать. Вон там тоже большие лиственницы. Те большие лиственницы ни в коем случае не трогай. Это священные места. Если подойти, на всех есть отметины, ленточки. Поэтому я и сказал, чтобы тальник на дрова срубил. Максим Алексеевич Ядне, 21 год, оленевод-частник, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ. Окончил Тазовскую среднюю школу. Старший сын в многодетной семье оленевода. На семейном совете решили, что Максим продолжит семейное дело. Внедряет современные технологии в оленеводстве. В соревнованиях участвует исключительно на оленьей упряжке. Вот где они. Современные технологии, можно сказать. Ну, интернет В наше время без интернета никуда. Смотрим по интернету, как живут другие оленеводы. Что-то у них перенимаем. Есть возможность заказывать необходимые вещи через интернет. В данный момент снег рыхлый, поэтому олени пасутся на одном месте. К вечеру похолодает, снег затвердеет. Вот тогда олени начнут ходить по проталинам. Когда снег твердый, не видно следов и непонятно, куда олени ушли. Поэтому надо всегда быть начеку и смотреть за оленями. Хорошо иметь новые методы слежения за оленями. Сверху сразу увидишь, где олени находятся. Если олени ушли далеко, садимся на снегоход и направляем их куда надо. Мы с отцом вдвоем за стадом смотрим. Конечно, можно было бы с кем-то объединиться. Люди не хотят из-за того, что у нас стадо большое. С другой стороны, наоборот, хорошо. Дети бегают среди стада, олени пугают. Весной самая большая беда – это хищники. Вороны убивают оленят, орлы утаскивают оленят, перетаскивают на новое место и убивают. Учиться дальше хотел. Я старший сын, этим все сказано. Младший брат учится в школе. Сестры поступили. Сестра учится в Питере, она юрист, у нее есть опыт. Мы с ней советуемся по юридическим вопросам. Уже самостоятельно справляясь с оленями. У младшего брата есть выбор. К тому же он хорошо учится. 4 года в оленеводстве. Хорошо знаю свое дело. Я ведь с детства в оленеводстве, в тундре.
Чтобы жить в тундре, достаточно не менее 500 голов. Самое оптимальное где-то около 2000 голов. Чтобы на все хватало. В наше время все надо приобретать. В тундре много чего надо. Снегоходы нужны, техника разная. И в селе надо для дома, коммуналку платить. В общем, все необходимое для жизни. Почему вы не в Малице? В это время Малица сразу намокает. Потом долго сохнет. Плохо высушишь, шкура испортится. Вся шерсть вылинеет. Куртка не пропускает влагу. Быстро можно высушить и сразу надеть. Зимой мы живем в передвижных балках. У нас 3 зимних домика. Летом ставим чум. В чуме все лето, пока осенние дожди не начнутся. Заказываем домики строителям. Мини-домики вот на санях. Но они легкие. Вес дома примерно 50 килограммов. На простом снегоходе можно перевозить на новую стоянку. Можно и на оленях перевозить. 8 быков хорошо тянут.